Сегодня в выпуске Чонгук впечатлил всех своими кулинарными навыками, а также вместе с Мингю порадовал фанатов. Чимин и добрые дела его семьи впервые в истории установили рекорд, а Шуга открыл центр терапии аутизма. Дело о проникновении в дом участника BTS передано в прокуратуру, пощады не будет. Кроме того, Бан Шихёку запретили выезд из страны. Рекорды, победы и достижения у IVE, Blackpink, BTS, Cortis, Stray Kids, Джина и не только. Красотология брендоводства при поддержке Хёнджина, Лисы, Лукаса, G-Dragon и других. Кое-кто из Super Junior признался, что давно разведен, а участница группы XIN жестко высказалась в ответ на обвинение. Кроме того, Нин показала то, что вызвало споры среди фанатов. Кроме того, участница Kiss of Life оказалась в центре слухов из-за возможной утечки некого видео. Это и многое другое сегодня в новостях индустрии K-Pop News номер 290. Как обычно, все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, пишите письма ниже комментарии, не забывайте, что если хотите поддержать выход новостей, Donation Alerts, ссылка на экране в описании, там же Boosty, на Boosty еще и ранний доступ к дополнительный контент, еще есть там Долинк, в общем, много способов, как поддержать, на YouTube можете оформить спонсорство. Любая помощь будет оценена по достоинству, она нужна, потому что видео снимаются не за бесплатно. Что у нас еще? Защитный баннер, как обычно, вот его можно изучить. Те, кто адекватный человек, его изучать не надо, там правила поведения для разумных людей, а те, для кого он предназначен, читать и слышать все равно не умеют и приходят только в комментариях писать какие-то шизобредни. Возможно, по каким-то тем самым методичкам. Как обычно, с вами Максим, новости индустрии, мы начинаем, поехали. Начнем из Бан Шихёка, ему запретили выезд из страны, зачем, почему, давайте подробней. Полиция ввела запрет на выезд из страны в отношении председателя HYBE Бан Шихёка, который подозревается в нарушении закона о рынках капитала. Как сообщает 1 октября новостное агентство Newsys, отдел по расследованию финансовых преступлений столичного полицейского управления Сеула запретил председателю Бан Шихёку покидать страну в связи с обвинениями в нарушении закона о рынках капитала. Опустим подробности. Подозревается он в том, что получил примерно 190 миллиардов вон из-за вот неких махинаций, нарушений закона и так далее. И уже был, кстати, уже дважды был допрошен 15 и 22 сентября, который был прошлым месяцем. В общем, пока что Бан Шихёк под следствием, непонятно куда и к чему это приведет, будем наблюдать. Пока больше новостей нет, только в каждой новости пересказывается все, что было в предыдущем. А время у нас не резиновое, так что двигаемся дальше. Семья Чимина, в том числе и сам Чимин, благодаря своим добрым делам впервые в истории установили рекорд. Давайте подробней. Чимин из BTS вместе со своей семьей продолжает нести добро и оказывать положительное влияние, проявляя любовь к ближним. Согласно данным детского благотворительного фонда Green Umbrella, председатель Хван Юнги, в мае младший брат Чимина присоединился к его отцу и самому Чимину, став членом клуба Green Noble Club. Таким образом, семья Чимина стала первой в истории фонда, где одновременно отец и два сына являются его участниками. Green Noble Club — это сообщество крупных доноров, созданное в 2017 году. За 8 лет оно выросло до 548 участников и признано ведущей сетью, формирующей культуру крупного благотворительного вклада в Корее. В 2021 году Чимин сделал пожертвование в размере 100 миллионов вон, чтобы поддержать выпускников сиротских учреждений, помочь семьям с детьми, пострадавшим от экономических трудностей из-за пандемии, а также улучшить условия жизни детей в неблагополучной среде. Тогда он и стал членом Green Noble Club. В 2022 году его отец также вступил в клуб, начав поддержку программы фонда iLEDA, направленной на развитие талантливых детей, а в мае 2025 года, после службы в армии, к ним присоединился младший брат Пак Чи-хён. И семья стала первой, кто вошел в историю фонда как трио, отец и сыновья, участники Green Noble Club. Первым шагом Чимина в 2021 году стало его участие в программе «Вместе в зеленое будущее», где он поддержал выпускников сиротских домов. Благодаря этой помощи многие смогли успешно начать самостоятельную жизнь, открыть собственное кафе, стать парикмахерами или медсестрами. Доброе влияние Чимина вдохновило и компании на участие в подобных инициативах, создав цепочку добра, которая продолжается и по сей день. Кроме того, трио Пак, отец и сыновья, регулярно вносят вклад в программу iLEDA, который помогает детям с выдающимися способностями раскрыть свой потенциал. С 2009 по 2024 годы в рамках проекта поддержку получили 8436 детей, а в 2024 году программа охватывает еще 1573 ребенка. Благотворительность в семье Чимина идет от отца. С 2021 года он на протяжении 4 лет был постоянным спонсором фонда. Так, увидев, как отец-одиночка не может питаться из-за отсутствия зубов, он пожертвовал 15 миллионов вон на лечение. Он также ежемесячно помогает семье ребенка, разлученного с основным опекуном, и поддерживает троих старшеклассников, которым из-за пандемии известной болезни грозила потеря надежды на поступление в университет. Сам Чимин помимо фонда с 2019 года ежегодно жертвует по 30 миллионов вон на стипендии ученикам своей альма-матер Пусанской художественной школы.
Его поддержка стала опорой для многих студентов, проявивших себя в танце, музыке и искусстве. В 2020 году он также подарил школе 1200 новых парт и стульев и профинансировал подготовку абитуриентов и сценические проекты для учеников, лишившихся выступлений из-за пандемии. Помимо этого, Чимин с 2019 года последовательно жертвует по 100 миллионов вон в образовательные проекты региональных управлений образования от Пусана до Чалакбукдо, помогая развитию будущих талантов. Ежегодно он также покупает более чем на 30 миллионов вон лапши для малообеспеченных семей и одиноких пожилых людей, а в 2021 году передал 100 миллионов вон в международный Ротари клуб. В 2023 году он выделил стипендию университету Дон И в Пусане и пожертвовал 100 миллионов вон на помощь детям, пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Даже во время службы в армии Чимин не прекращал помогать. Он пожертвовал 100 миллионов вон в поддержку военнослужащих и их семей, а в 2025 году выделил еще 100 миллионов вон через пожарное управление для помощи пожарным, сражавшимся с масштабными лесными пожарами в Кёнбук. Недавно он также направил 30 миллионов вон на улучшение условий проживания малообеспеченных детей. В общем, много заслуг у него и его семьи, и вот председатель фонда Хван Йонге отметил: доброе влияние семьи Чимина выходит за рамки простой благотворительности, это символ преемственности добра между поколениями и распространения культуры фанатского участия. Green Umbrella и впредь будет прилагать усилия, чтобы реальные изменения приходили в жизни детей благодаря теплой помощи. Очень хорошая статья, очень уважительные поступки, молодцы, все трое, прекрасно. Опять же, люди делятся тем, что сами заработали, с теми, у кого ничего нет. Тут только исключительное уважение, все прекрасно и двигаемся дальше. Конечно же, маленькое лирическое отступление касаемо некоторых существ, которые пишут что-то в духе: «Ой, твой артист такой чмо, потому что он пожертвовал всего 100 миллионов вон, а мой пожертвовал 200, поэтому он бог, а вообще он красивый, твой урод». Я не знаю, что у вас в голове, я, конечно, надеюсь, что вы живете так же, как и пишете. Никому зла не желаю, просто обычно люди всех по себе судят. Но, на мой личный взгляд, в благотворительности нет такого критерия, как дал мало, слишком много, просто дал и дал, все, вот. Это же главное, чтобы деньги дошли до получателей. И опять же, люди потом кровью все это зарабатывали и отдают. Разбираться и мериться, кто больше дал, кто меньше, и потом еще из-за этого спора начинать, это удел какой-то специальной олимпиады для, опять же говорю, каких-то существ. А людьми их называть язык не поворачивается, потому что тогда бы я не хотел жить с такими людьми на одной планете. В общем, некоторая мерзость происходит, всю промоделировать невозможно, к сожалению, но будьте адекватными, и если уж речь заходит про благотворительность, хотя бы здесь попытайтесь свои грязные рты закрывать. С любовью, Максим. Двигаемся дальше. Участница Kiss of Life оказалась в центре слухов какого-то скандала непонятного из-за некой утечки видео. Что ж там происходит, давайте подробней. Участница женской группы Kiss of Life Джули стала объектом обсуждения после того, как в сети распространилось видео, якобы снятое в баре. 29 сентября агентство певицы S2 Entertainment в комментарии для Exports News заявило: так как это касается ее личной жизни, у компании нет повода что-либо комментировать. Ответили в агентстве на вопрос о ролике, который активно распространился на китайской платформе Weibo. На кадрах, датировано 7 мая, это день рождения был, видно, как мужчина и женщина сидят рядом и проявляют друг другу нежность. Мужчина трогает волосы девушки, пока она лежит на диване, а затем обнимает ее со спины, когда она пытается уйти. Боже мой, какая мерзость, мужчина обнимает женщину, это нужно запретить. В сети быстро появились догадки, что этими людьми могли быть Канмин из Very Very и Джули из Kiss of Life, или Джули. Однако фанаты выразили обеспокоенность, что поспешное предположение лишь подпитывает распространение ложной информации и призвали агентство дать более жесткий ответ. В ответ представители Канмина опровергли слухи, заявив: это совершенно неправда и злонамеренная ложь, которая серьезно вредит репутации артиста. Опять проблема высосана из пальца, опять же, мужчина и женщина обнимаются, вообще ничего такого нету, погладили волосы. Ужас! Там же никто не сопротивлялся, ладно, если бы на кадре девушка вырывалась, а ее кто-то наглаживал бы, облизывал волосы, да. Но ничего не произошло, в общем, ничего не доказано, скорее всего, это какая-то попытка вбросить чего-то там ради чего-то там. Наша редакция заявляет вам ответственно, что пока не будет доказательств, лучше в это во все не верить и двигаться дальше. Нин-Нин из Эспо вызвала неоднозначную реакцию, и ее даже начали подозревать в том, что она лютый алкоголик. Давайте подробней. Нин-Нин из Эспо вызвала неоднозначную реакцию после того, как показала бутылки с алкоголем во время своей недавней трансляции. Не пейте алкоголь, он вредит вашему здоровью и, как видите, может репутации навредить. 26 сентября девушка проводила стрим для фанатов из своего дома. В какой-то момент камера отъехала, и на экране появилось множество предметов, которые, по мнению пользователей сети, были бутылками из-под алкоголя. Люди насчитали около 50 бутылок. Какие внимательные люди. Это вызвало бурную дискуссию в комментариях, и у пользователей сети, похоже, сложилось неоднозначное мнение по этому поводу. Одни восприняли это негативно, заявив, что Нин-Нин пропагандирует пьянство, другие сочли это забавным, связав это с жизнью айдола в SM Entertainment. Третьи встали на защиту айдола, предположив, что это, вероятно, не только ее бутылки, и что они накапливались в течение долгого времени. Ну да, может, она их потом сдаст. Я, кстати, не знаю, может, в Корее действительно можно сдавать стеклотару так очень легко, а не как у нас тут какие-то пункты идти непонятные с колючей проволокой.
и вышками с автоматчиками. Вот некоторые комментарии. Если она будет пить с друзьями, то с каждым разом у нее будет накапливаться все больше бутылок. И если вы соберете их все, то картина может получиться такой. И она взрослая, так что в чем проблема? Нет ничего плохого в том, что Нин-Нин любит выпить, да и другие участницы никогда не говорили, что много пьют. А многие айдолы злоупотребляют алкоголем, некоторые даже говорят о том, что пропускают приемы пищи, чтобы выпить еще. Люди строят самые ужасные догадки, хотя это могла быть коллекция бутылок, которую она собирала месяцами, и она пила из них не только в одиночестве. Да, я не удивлен, что корейские пользователи сети стоят на защиту, когда поднимается вопрос об алкоголизме. Это зависимость! Те, кто говорят, что это независимость, если бы вы пришли к другу домой и увидели такую картину, для вас бы это не стало звоночком. И многие другие комментарии, что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях под видео. Ну, бутылки и бутылки. Да, такое бывает. И вообще в Корее алкоголизм прямо чуть ли не скрепная ситуация. Это прямо часть культуры, алкоголизм. Печально, конечно, что это часть культуры. Но зато соджу вроде как вкусный. Ну и кимчи заедать надо. Не знаю. Может быть, реально друзья к ней приходили, может быть, нет. А может, это просто бутылки были поставлены специально, чтобы привлечь внимание к участнице группы. Непонятно, мы же не знаем с вами, как работает сейчас маркетинг. Может быть, ей сказали: Нин-Нин, тебе пора стать bad girl, покажи всем бухлишко в кадре. Хотя, с другой стороны, опять же, да, в Южной Корее пьет каждый там второй примерно, как я вижу по статистике. Ну, может, не каждый второй, но очень много людей пьет, прям критически много. Поэтому это не что-то в разряд вон выходящее. Хотя, конечно, не пейте алкоголь, он вредит вашему здоровью. А так, ну, алкоголик Нин-Нин или нет, но Нин-Нин это Нин-Нин, а поет она очень хорошо. Двигаемся дальше. Участница XIN Ария резко высказалась в адрес обвинителей. Давайте подробнее. Ария из группы XIN, индианка по национальности, открыто высказалась по поводу слухов, что она якобы отбеливает кожу. В своих сообщениях девушка-айдол выразила разочарование этим необоснованным предположением, которое, по ее словам, преследует ее с самого дебюта. Ария решительно отвергла все обвинения, назвав их смехотворными на данном этапе, и отметила, что уже почти 3 года сталкивается с одними и теми же претензиями. Она призвала людей прекратить это уже и добавила, что считает абсурдным воспринимать всерьез подобные обвинения. Кроме того, певица затронула более глобальный вопрос, заявив, что эта работа в Южной Корее и зарубежной карьеры вовсе не делает ее меньше индианкой. Она призвала тех, кто не знает о культурном многообразии Индии, просветиться на эту тему, подчеркнув, что это послание адресовано и тем индийцам, которые ставят под сомнение ее культурную принадлежность. Завершая свое обращение на позитивной ноте, Ария напомнила, что несмотря на негатив, она желает всем только любви. Ну, что вы думаете по этому поводу? Мне на самом деле плевать, кто отбеливает, не отбеливает кожу, потому что стандарты индустрии, и да, в Индии есть, кстати, достаточно белые ребята. И если что, YouTube, мы тут не говорим, что белым, не белым быть плохо, хорошо, мы тут не за расизм, мы против него, естественно. Все цвета кожи хороши по-своему. В конце концов, главное же, какой артист, а не какой у него цвет кожи, правильно? Я думаю так. Так что Арии и группе XIN всего хорошего, двигаемся дальше. Итак, свершилось, Мин Юнги, он же Шуга из BTS, открыл центр лечения, давайте подробней. 30 сентября в сеульской больнице Severance состоялось торжественное открытие центра лечения Мин Юнги. Мероприятие прошло на первом этаже здания Чеджунгван. В церемонии присутствовали президент университета Йонсе Юндон Соп, директор медицинского центра Йонсе Кым Гичхан, директор больницы Severance Ли Каньон, глава детской больницы Severance Кан Хунчхоль, заведующий психиатрическим отделением Ан Сок Гюн, а также руководитель нового центра профессор детской психиатрии Чон Кына. Среди приглашенных гостей был председатель Корейской ассоциации помощи людям с аутизмом Ким Йон Чик. Центр создан на основе пожертвования в размере 5 миллиардов вон, который участник BTS Шуга, он же Мин Юнги, сделал в июне этого года для детской больницы Severance. Внутри центра предусмотрены безопасное пространство, кабинеты для логопедических и поведенческих занятий, а также специализированный зал для групповой музыкотерапии с профессиональной, звуковой и шумоизоляцией. Для родителей оборудована уютная зона ожидания, где выставлены работы художника и Гюче, автора деревянных арт-объектов, и художника с расстройством аутистического спектра. Больница планирует в будущем расширять и развивать центр, учитывая рост потребностей в таких программах. И дальше уже идет пересказ истории. Очень коротко, что Шуга ходил туда волонтером, постоянно занимался с детьми все свободное время, и музыку им показывал, и с помощью музыки лечил их в каком-то смысле и исцелял. На будущее есть планы. Профессор Чон Кына отметила, что программа Mind – первая в мире модель, где музыка объединена с логопедией, поведенческой терапией и социальным обучением. В дальнейшем планируется расширить методику, интегрируя другие виды искусства, живопись, спорт, театральные практики.
Также в планах подготовка специалистов, логопедов, поведенческих терапевтов с узкой квалификацией под данную программу, сотрудничество с зарубежными центрами аутизма для глобализации программы, публикация методических материалов и проведение клинических исследований. Чон Кына заявила, в центре Мин Юнги дети не только получают терапию, но и учатся общаться через музыку. Это помогает им развивать социальные навыки, а общество, наблюдая за их успехами, сможет иначе взглянуть на людей с аутизмом и изменить отношение к ним. Ну, прекрасный поступок, просто исключительное уважение, молодец. Поможет детям с такими страшными проблемами. Кроме того, интересный факт, что те, кто занимаются цифрами, музыкой и так далее, в общем, кто нагружает свой мозг нетривиальными задачами, склонны меньше к различным рода деменциям, альцгеймерам и так далее, и мозг, так сказать, пластичность свой сохраняет очень долго. Поэтому, если вы хотите сохранить свой мозг, то, занимайтесь какими-то умными вещами, либо творческими, как бы это примитивно не звучало, то есть там либо цифрами, либо музыкой, либо там рисуйте, что-то такое делайте. Что напрягает ваш мозг и заставляет его работать. Мин Юнги, конечно, исключительно уважение, детям крепкого здоровья. Двигаемся дальше. Участник Супер Джуниор неожиданно признался, что он уже в разводе. Давайте подробней. Шиндон из Супер Джуниор появился в новом эпизоде шоу Дон Дон Понча. 27 сентября на YouTube-канале вышел тизер передачи Дон Дон Понча. Шиндон под Сэкэ рассказывает все. В ролике артисту задали разные вопросы о личной жизни и мечтах. На вопрос, чем бы он занимался, если бы не стал знаменитостью, Шиндон ответил: наверное, был бы тем самым пухлым парнем из района. Люблю есть, люблю готовить, и у меня это неплохо получается. Когда речь зашла о бизнесе, он признался: с юности много чем занимался, только едой не торговал. Продюсеры тут же предложили открыть для этого шоу уличный ларек, и артист с радостью согласился. Вот, это как раз хотелось бы попробовать. Во время беседы с Ли Шиан Шиндон неожиданно получил встречный вопрос: разве вы не женаты? На что он спокойно ответил: сейчас я уже в разводе, вызвав смех и удивление. Стоит напомнить, что в 2010 году Шиндон сделал публичное предложение своей девушке в эфире шоу SBS Strong Heart. Тогда он признался: у меня нет богатства, я еще не стар и не слишком знаменит, но я хочу жениться. На следующей неделе у нас встреча родителей. Позже агентство SM Entertainment пояснило, что встреча родителей не состоялась из-за расписания, а сама пара была слишком молода для скорой свадьбы. В итоге они расстались и брак не состоялся. Недавно в августе в эфире Running Man артист с улыбкой напомнил о той истории, сказав: когда-то чуть не женился, превратив ситуацию в шутку. Но вот такой вот разведенный Шиндон, который хочет открыть ларечек с едой. Успехов ему в открытии ларька, точнее он как бы не против его открыть. И двигаемся дальше. Далее у нас Лиса из Blackpink и новый этап ее карьеры благодаря недавно подписанному контракту. Давайте подробней. Лиса из Blackpink подписала контракт с William Morris Endeavor, сокращенно WME, чтобы начать новый этап своей актерской деятельности. 29 сентября лейбл Loud объявил: Лиса подписала контракт с WME для представления ее интересов в актерской сфере, поскольку она продолжает строить карьеру в кино и на телевидении. Это событие последовало за ярким актерским дебютом Лисы в сериале HBO «Белый лотос», где она сыграла роль Мук. Вышедший в феврале третий сезон шоу получил 23 номинации на премию Эмми, включая категорию «Лучший драматический сериал». Последняя новость о сотрудничестве Лисы с WME привлекла новое внимание к актерской карьере айдола, и фанаты с нетерпением ждут ее будущих проектов. Все, вот так вот Лиса из Blackpink будет сниматься в сериалах и, может быть, даже полнометражных фильмах. Успехов ей, внешность подходящая, и двигаемся дальше. Красотология брендоводства у нас начинается с Лисы из Blackpink, теперь это не мама Лабубу, а живая Барби. Давайте подробней. 30 сентября Лиса из группы Blackpink появилась на показе Louis Vuitton Spring Summer 2026 в рамках парижской инди-моды, который у нас неоднократно сегодня будет еще вспоминаться. Для этого мероприятия певица выбрала яркий красочный ансамбль, состоящий из отдельных элементов. Ее образ состоял из многоцветного кардигана в пастельных фиолетовых тонах на пуговицах с желтым вязаным бра-топом под ним. Верх Лиса дополнила короткими розовыми шортами из того же материала, что и кардиган. А артистка дополнила образ клетчатым голубым ремнем в винтажном стиле, многослойным длинными цепочками и кольцами. Завершили ее стиль белая сумка среднего размера с логотипом LV и белые туфли на каблуке. Пожалуйста, прилагаются фотографии, естественно, те, которые влезут. Фанаты Лисы в восторге, пишут что-то в духе: она словно из 90-х, каждый ее образ прекрасен и идеально стилизован. Лиса, ходящая человеческая кукла Барби. О, посмотрите на эту Барби! Взгляд, походка, улыбка, у нее все идеально, настоящая муза LV. Никто не делает это лучше, чем она. Лиса снова покорила Париж, и многие другие комментарии. Лиса из Blackpink по-прежнему хороша. Показ прошел в Лувре, где Лиса впервые появилась в качестве представителя бренда в марте 2024 года. Среди почетных гостей мероприятия помимо Лисы были глобальные амбассадоры бренда Феликс из Stray Kids и Зендея, появившиеся в тизере показа голливудская актриса Эмма Стоун, Урасая Спербунд, который также не упустил возможность посетить модное шоу. Про Феликса чуть-чуть позже будет, не беспокойтесь. В целом вот такие вот фотографии, такая вот Лиса, хорошо выглядит. Судя по всему, там хорошая погода была в тот день. Так что
Можно ее только поздравить с тем, что продолжает амбассадорствовать. И двигаемся дальше. Ну, собственно, вот он и Феликс из Stray Kids на той же неделе моды в Париже, давайте подробней. Феликс из Stray Kids посетил показ Louis Vuitton Women's Wear Spring Summer 2026, прошедший 30 сентября 2025 года в Париже, Франция, в рамках Парижской недели моды. Будучи амбассадором LV, Феликс стал очередным любимцем публики, который обновил тренд на образы без рубашки, добавив в него сезонные акценты. А акценты прилагаются. Феликс — бесконечный источник модного вдохновения. Будь то подиум, улицы или социальные сети, айдол часто переписывает правила стиля, легко переключаясь между направлениями и трендами. Во время своего последнего появления на публике на показе Louis Vuitton Spring Summer 2026 он отказался от рубашки, представив новый взгляд на моду без верхней одежды. Фотографии без верхней одежды, возможно, прилагаются, вроде бы в новости их нет. Дальше тут идет описание того, насколько прекрасен и могуч Феликс из Stray Kids, мы с этим не спорим, особенно в плане низкого голоса, мое уважение, как он может низко. Но статья носит экстремально большой характер, поэтому, возможно, мы подсократим ее тем, что досмотрим просто красивые картинки. Но, опять же, хорош, все ему подходит, молодец, и фотограф тоже, кстати, или фотографы. Кто знает, может у него личный был, может не личный. Так что, как оно вам, пишите в комментариях. Феликсу счастья, здоровья и крепких низких нот. Двигаемся дальше. Чонгук и Мингю порадовали фанатов. Каким образом? Давайте подробнее. Мингю и Scoop из Seventeen объединились в новый юнит CXM и 29 сентября выпустили свой первый мини-альбом Hype Vibes. В честь этого события прошла закрытая вечеринка, на которую пригласили близких друзей и коллег по индустрии. Позже Мингю опубликовал серию снимков с мероприятия, и именно эти фото стали одной из самых обсуждаемых тем в сети. Судя по опубликованным Мингю фотографиями, на вечеринке присутствовали Бумзу, Вудс, Вону и Джошуа, что сделало атмосферу событий еще более теплой и дружеской. Фанаты пришли в восторг, когда на снимках неожиданно появился Чонгук из BTS. Его появление мгновенно стало вирусным, поклонники не скрывали восхищения их теплой дружбой. Многие также отметили, что Чонгук заметно похудел. Айдол из BTS произвел сильное впечатление своим образом. Он выбрал полностью черный наряд, стильную кожаную куртку и узкие джинсы. Его широкая улыбка, татуировки и многочисленные пирсинги придали образу еще больше харизмы и вызвали бурю восторга среди фанатов. Хэштеги, посвященные встрече, быстро вышли в тренды, поклонники продолжают обсуждать события, надеясь, что это может стать намеком на будущее сотрудничество. И почитаем комментарий, первый аж капсом написан. Чем дальше я листаю, тем громче я кричу! Оба невероятно красивы, каждый по-своему, просто сногсшибательно. Эти парни нечто особенное. Боже, какая у них безумная визуальная химия. Один красавчик рядом с другим красавчиком, просто смотреть на них уже радость. Чонгук и Мингю такие милые. Чонгук такой красивый, пожалуйста, займись сольными активностями. Хочу увидеть их на сцене. Чонгук выглядит старше теперь, когда я похудел, ему бы немного набрать обратно. Безумие! Чонгук! Жду вечеринку прослушивания твоего второго сольного альбома. Чонгук стал худее и такой красивый. Смотря на такую внешность, чувствую, что где что-то большое, я верю в это. И многие другие комментарии, фотографии прилагаются. Касаемо Эскупа и Мингю, они представили клип на дебютный юнит-трек Five for Free Pretty Woman 29 сентября по корейскому времени, вошедший в их первый мини-альбом Hype Vibes. В общем, вот такая вот милая история. Парням, конечно, успехов, и Чонгук тоже похорошел. Хотя и так был хорош вроде бы. Ну, это уже виднее тем, кто следит за каждым охом и вздохом. И двигаемся дальше. А далее у нас тот самый G-Dragon, да-да, вы не ослышались, из группы Big Bang. В очередной раз показал, что он очень даже хорош. Где показал и что, давайте подробней. G-Dragon снова привлекает себе внимание своим аэропортным образом, превращает зону вылета в собственный модный показ. 26 сентября днем G-Dragon вернулся в Корею через международный аэропорт Инчхон после завершения зарубежного графика. В тот день G-Dragon появился в бордовом длинном пальто чуть ниже колен, которое он сочетал с широкими брюками, создавая атмосферу осени. Дополняли образ черная шапка бини и красный шарф в виде галстука, благодаря чему артист продемонстрировал свой фирменный утонченный стиль. Пожалуйста, фирменный утонченный стиль прилагается. Тем временем G-Dragon успешно завершил серию концертов, начиная с Кореи, далее по Токио, Булакане, Осаке, Макао, Сиднее, Мельбурне, Тайбэе, Куала-Лумпуре, Джакарте и Гонконге, а также США, Нью-Йорк, Лас-Вегас и Лос-Анджелес, и во Франции и Париж. Уже 20 и 21 октября в Осаке стартует Encore-концерт, после чего пройдет третье мировое турне с выступлениями в Тайбэе, Ханое и Сеуле. Ну что, как вам образ, пишите в комментариях, но опять же хорош. Ну тут, конечно, задумаешься в эти моменты, что он так немного грустненько смотрит в пол. Скорее всего, есть издержки производства, когда ты очень известный, за тобой везде ходят, ну не можешь ты побыть обычным человеком, к сожалению. Плата за популярность. Но, тем не менее, G-Dragon, конечно, все равно красавец, и двигаемся дальше.
А далее у нас бывший участник группы NCT Лукас, который неплохо так показал себя как модель. Давайте подробней. Бывший участник группы NCT Лукас вновь открыл показ на фестивале 2025 Gangnam Festival X Catwalk Global Trend Fest Сеул, название отскакивает от зубов, Round, который прошел 26 сентября 2025 года в COEX в Каннаме. Примечательно, что это уже второй подряд его выход на подиум Catwalk Феста после исключения из группы. Выступая в роли модели для бренда унисекс-одежды Загая или Загае или название на экране, Лукас продемонстрировал 3 разных образа, в том числе состоящие из серого костюма двойки, а также голубой куртки, Харрингтон и оранжево-коричневых брюк. Его подиумная походка отличалась уверенностью и мощностью. Организаторы назвали Catwalk Fest 2025 года крупнейшим за всю историю мероприятием, подчеркнув, что появление Лукаса стало одним из главных его событий. В прошлом году он также участвовал в Catwalk Fest, проходившем снаружи торгового центра Шинсаге Department Store Gangnam Сочхо. Ну и стоит напомнить, что ранее Лукас столкнулся с повышенным вниманием со стороны кей-поп сообщества из-за связанных с его личной жизнью скандалов, в которых фигурируют отношения с фанаткой и его просьбы о приобретении для него предметов роскоши. Слухи, напомню, появились в 2021 году, и только 10 мая 2023 года компания Sam Entertainment объявила о его исключении из группы NCT. С тех пор Лукас сосредоточен на модных показах и международной аудитории. Ну, вроде не пропал. Все-таки артист интересный, так что успехов ему и двигаемся дальше. Вернемся в Париж на неделю моды Розе из Blackpink, давайте подробней. Розе из Blackpink привлекла внимание смелым образом в платье комбинации. 29 сентября по местному времени Розе посетила показ коллекции весна-лето 2026 одного из люксовых брендов на неделю моды в Париже. Несмотря на температуру ниже 20 градусов Цельсия, она эффектно продемонстрировала платье-комбинацию, подчеркнув стройную фигуру и уверенно позируя, привлекая все взгляды на мероприятии. Ну и между тем, Розе продолжает ставить рекорды как участница группы и как сольная артистка. Ее предварительный сингл АПТ из первого полноценного альбома Рози, выпущенного 6 декабря прошлого года, возглавил мировые чарты. Клип недавно превысил 2 миллиарда прослушиваний. В общем, там с АПТ вы все уже слышали, мы миллиард раз-то разбирали. Посмотрим лучше на фотографии. Хороша. И, кстати, температура чуть ниже 20 градусов, это достаточно комфортно. Ваш ведущий в 12-13 градусов в шортах и майке гуляет на улице и не волнуется. Так что, думаю, Розе тоже сможет. И, опять же, фотограф и модель молодцы. Успехов, Розе. Двигаемся дальше. А далее у нас Хёнджин из Stray Kids с идеальной внешностью и вообще настоящий принц, давайте подробней. Хёнджин из группы Stray Kids снова привлек внимание своей невероятной внешностью, больше напоминающей произведение искусства, чем реальность. Если что, произведение искусства реально, так что недалеко оно от реальности. 26 сентября Хёнджин появился на модном шоу Versace в стильном образе, в кожаной куртке строгого кроя, полосатой рубашке и классическом галстуке. Хёнджин излучал мрачное, но харизматичное настроение, мгновенно приковывающее внимание. Дополнением образа стали серьги и фирменные очки Versace. Пожалуйста, фотографии прилагаются. Недавно Хёнджин опубликовал серию черно-белых фотографий в своем личном аккаунте, очаровав мировых поклонников своей кинематографичной харизмой и выразительными чертами. Что пишут фанаты? Он словно главный герой! Черно-белое фото никогда еще не выглядело таким живым. Он не человек, он произведение искусства! Неделя моды Милани превращается в сказку, когда принц Хёнджин выходит в Versace. Хёнджин поражает Versace, воплощение стиля и изящества. Я просто бросила телефон от восторга, он такой прекрасный, этот образ вампира Хёнджина. Я вижу эту эстетику. И многие другие комментарии. И там дальше старая песня о главном, о том, как Хёнджин стал амбассадором в 2023 году. Пожалуй, не будем это напоминать, а то никакого времени не хватит. Но артист хорош, мое уважение, да и фотограф свою работу знает. Ну а чего вы еще ожидали, все-таки это же не реальность, но при этом реальность. Произведение искусства, Хёнджин, счастья, здоровья. Двигаемся дальше. Участник BTS, известный как Чимин, отправляется в Париж. Зачем? Давайте подробней. Участник BTS Чимин утром 30 числа вылетел во Францию через терминал второго международного аэропорта Инчхон, чтобы посетить показ коллекции Кристиан Диор в Париже. Находясь в аэропорту, он сразу привлек внимание стильным образом. Кремовая рубашка в полоску свободного кроя с расстегнутыми пуговицами, черные широкие брюки создали непринужденный, но изысканный образ. Дополняли его тонкие очки в квадратной оправе, серебряная цепочка с крестиком и эффектные металлические часы. Черная сумка через плечо и рюкзак завершили образ, сделав его настоящим эталоном аэропорт фэшн. И да, тут опять воспоминания. Сегодня очень много воспоминаний мне предлагают озвучить, но делать это, конечно же, не буду. Просто кратко, что в 2023 году он стал амбассадором глобальным Кристиан Диор и регулярно принимает участие в ключевых мероприятиях бренда, укрепляя статус иконы стиля. И тут дальше еще примечание, что Чимин оценит не только за музыку и сценическое мастерство, но и за личные качества. А про его главный талант — уникальный вокал, тут написано, но я рассказывал на канале, ищите биографию Чимина, интересно будет послушать вам, ну и можете заодно написать, что по этому поводу думаете.
Так что Чимина, конечно, можно поздравить с тем, что он до сих пор является амбассадором. Это, опять же, приносит и компании, и ему большую выгоду. Крепкого здоровья, мягкой посадки. Понятно, он уже приземлился, я записываю это 1 октября. Но, тем не менее. Всего хорошего, всех благ. И, как обычно, это не конец видео, это вот эта вот бумажка, уже какая-то выученная привычка, эта бумажка ничего не несет уже в себе, но написано, это не конец выпуска. Да, это не конец выпуска, надо показать список прекрасных людей, бустеры, вот они, спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищесы, друзья, друзья, спонсоры, донатеры, благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, за что вам большое спасибо. Далее Бусти, ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там, проходите, смотрите, изучайте, милости прошу. Это не только без блокировок тормозов ограничений доступ, я еще там на комментарии отвечаю, там хорошие люди собрались, и ваша поддержка на Бусти, еще и данный штатец помогает очень сильно каналам не загибаться, особенно сейчас, когда YouTube начал бороться с нейропомоями, которые набирают миллиарды просмотров, там или миллионы, и из-за этого скручивают просмотры в целом всем, а страдают по итогу маленькие каналы типа моего и еще меньше. Поэтому в эти тяжелые времена, которые нам, надеюсь, удастся пережить, ваша поддержка как нельзя будет кстати. Большое спасибо. Другие каналы, которые тоже веду в одно лицо, не поверите. Некоторые действительно не верят. MPTube, реакции, марафоны, комментарии к музыкальным произведениям со стороны человека, который занимается музыкой, а не визжит и орет. Поэтому да, если вам нужен визг, ор, выпущенные глаза и бесконечные прилагательные, которые нализывают то, что вы хотите услышать или не хотите, это не туда. А если хотите адекватное честное мнение, то обязательно проходите. MP Entertainment, он же теперь Максим Песков Music канал называется, самый свежий релиз, вот он здесь на экране, обязательно послушайте, изучите. Будет здорово, если вы это все послушаете, для вас старался, и теперь, да, уже и на Яндексе оно появилось, спустя там 4 дня после релиза, спасибо моему дистрибьютору за это. Нет, конечно, спасибо за то, что музыка моя доходит, но в этот раз она в срок не дошла. Обидно, но теперь можно слушать везде. И Telegram, чтобы не теряться. Новости продолжаются, это был не конец выпуска, выпуск продолжается, новости еще будут, это только половина, двигаемся дальше. Немножко про концерты и подобные мероприятия. Кей-поп-охотницы на демонов вживую исполнят песню, давайте подробней. Поющие голоса Ханшик, вымышленной женской группы из анимационного фильма Netflix Кей-поп-охотницы на демонов, впервые появятся на американском телевидении и дадут живое выступление. 7 октября в программе «Вечернее шоу» с Джимми Фэллоном Эдже, Одри Нуна и Рэй Ами исполнят песню Golden из анимационного фильма Кей-поп-охотницы на демонов. Певицы также дадут интервью Джимми Фэллону. И дальше все успехи этого фильма вспоминаются и так далее, и так далее. Ну а само шоу выйдет 23:35 по восточному Тихоокеанскому времени на канале NBC. Также 7 октября вечером на шоу появится Дженнифер Лопес. Так что нас ждет что-то интересное. Ну, опять же, песня хорошая, мультик прекрасный, очень рекомендую посмотреть, хотя, наверное, все его уже посмотрели. И двигаемся дальше. А у нас тут Monsta X и Jackson Wang из GOT7 присоединятся к какому-то туру. К какому? Давайте подробней. Группа Monsta X и Jackson Wang из GOT7 присоединятся к ежегодной серии концертов 2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour. На этой неделе iHeartRadio объявили состав участников своего знаменитого ежегодного концертного тура Jingle Ball 2025 года. Этот звездный концерт проводится в разных городах США в праздничный сезон. Monsta X вошли в лайнап выступающих в 4 городах: в Нью-Йорке 12 декабря, в Вашингтоне 16, Филадельфии 15 и Майами 20. Они выйдут на сцену вместе с такими артистами, как Алекс Уоррен, Эд Ширан, Джейси Мёрф, Машин Ган Келли, Нелли, Конан Грей, Зара Ларсон, Рене Рапп, Майлз Смит и другие. В этом году в туре Jingle Ball также примет участие певец Джексон Ван. Он выступит 5 декабря в Лос-Анджелесе и 8 декабря в Чикаго. Согласно объявлению iHeartRadio, концерты также будут включать специальный момент с совместным исполнением песен из мультфильма «Кей-поп охотница на демонов, куда ж без них». Monsta X выступают в iHeartRadio Jingle Ball Tour уже в 4-й раз. В 2018 году они впервые присоединились к Jingle Ball, став первой кей-поп группой, участвующей в этом туре. Затем Monsta X выступали в 19 и 21 годах. И в сентябре, напомню, они выпустили 13-й мини-альбом The X, отмечая свое десятилетие. Между тем, Jackson Wang представил третий сольный альбом Magic Man 2 в июле этого года. В январе его группа GOT7 выпустила 13-й мини-альбом Winter Heptagon, после которого провела несколько солдат концертов. В настоящее время Джексон готовится к своему второму мировому туру. В общем, хороший состав подобрался, будет что послушать, окажетесь там, сделайте пару фотографий и пришлите в наш телеграм-канал, нам будет приятно. Двигаемся дальше. Далее у нас 5-й состав премии Korea Grand Music Awards, давайте подробней. Премия Korea Grand Music Awards 2025 раскрыла 5-й состав артистов. 30 сентября KGMA объявили, что на предстоящей церемонии награждения выступит B2B, Сухой Зекса, ID, Ини, Юнис и Пиван Хермони. Вместе с ними на сцену выйдут ранее объявленные артисты, и список внушительный: Stray Kids, ATEEZ, IVE, Boy Next Door, Kiss of Life, 50-50, All Day Project, Meow,
Has to Has, Kiki, Kickflip, Ahov, Close Your Eyes, Trainee Sam Entertainment, SMTR25, Pak Sojin, Lee Chan-won, Chan Min-ho, Lucy, Extraordinary Heroes, Nex, The Boys, Psychers, Woods, Gravity и Promise 9. А награды будут вручать, о господи, какой список. Пёна Сок, Ан Хё Соп, Ли Сё Йон, Суён из Girls' Generation, Чу Йон У, Кан Тэ О, Гон Сы Йон, Чон Джун Вон, Мун Че Вон, Ом Тэ Гу, Ким До Йон, Он Сон У, Ким Йо Хан, Юн Ну, Шин Сын Хо, Пэ Хён Сон, Квон Юль, Ха Йон, Ким Мин Сок, Ли Соль, Пак Сиван, Ли Лё Ли Им, Чхве Юн Джин, Юн Га И, Ким До Хун, Че Со Ан, Ли Джу Йон и Ким Дан. В этом году мероприятие пройдет на Inspire Arena в Инчхоне в течение 2 дней 14-15 ноября. Ведущими первого дня станут Нам Джи Хён и Irene из Red Velvet, а второго дня Нам Джи Хён и Нати из Kiss of Life. В общем, много людей там будет интересных и групп, так что успехов, хороших концертов и наград. Двигаемся дальше. А далее у нас BTS, Stray Kids, Cortis, Twice, Zero Base One, Jin и многие другие. Billboard World Albums, давайте подробней. Billboard опубликовали свой чарт World Albums за неделю, закончившуюся 27 сентября. Последний альбом Stray Kids Karma 4-ю неделю подряд остается на первом месте в чарте World Albums, а также стал их первым альбомом, продержавшимся 4 недели в топ-20 Billboard 200. На этой неделе в общей сложности 3 альбома Stray Kids находятся в чарте World Albums, включая Karma, альбом Hope, завершил свою 40-ю неделю в чарте на 12 месте, а Eight вернулся на 16 место на 61-й неделе. Дебютный мини-альбом Cortis Color Outside the Line занял 2 место на 2-й неделе в чарте World Albums, а также вошел в Billboard 200 на 15 месте. Дебютный сольный альбом Чион из Twice Lil Fantasy Volume 1 занял 3 место в чарте World Albums и дебютировал в топ-40 Billboard 200. Первый полноформатный альбом Zero Base One Never Say Never занял 4 место на 2-й неделе в чарте World Albums, а альбом TXT The Start Chapter Together 5 место на 9-й неделе. Альбом BTS Proof сохранил свою позицию на 6 месте на 171 неделе в чарте, а их новый лайв альбом Permission to Dance on Stage Live расположился на 21 месте на 9 неделе. Сольный альбом Jimin из BTS Muse сохранил 8 место на 61 неделе в чарте, а мини-альбом Джина Echo остался на 24 месте на 17 неделе. Альбом Enhypen Design Leash занял 7 место на 16 неделе в чарте, а их предыдущий альбом Romance Untold поднялся на 18 место на 62 неделе. Новый мини-альбом Monster X The X занял 10 место на 2 неделе в чарте, за ним следует Bomb Eyelid, занявший 11 место на 13 неделе. Golden Hour Part 3 ATEEZ занял 14 место на 14 неделе, а Get Up New Jeans поднялся на 17 место на 106 неделе. Наконец, альбомы Le Sserafim Unforgiven 23 года и 17 Happy Birthday вновь вошли в мировой чарт альбомов на 23 и 25 местах, соответственно, всех поздравляем, успехов, здоровья, побольше концертов и релизов, двигаемся дальше. Далее Корейский институт бизнес-исследований представляет вам топ-30 рейтинга репутации групп. Всех давайте подробней. 30 место NCT, 29 Хайки, 28 Le Sserafim, 27 Winner, 26 Promise 9, 25 The Boys, 24 101, 23 Astra, 22 B2B, 21 Treasure. 20 Kiki, 19 Super Junior, 18 IZNA, 17 Oh My Girl, 16 Enhypen, 15 Monster X, 14 iLead, 13 Shiny, 12 X, 11 aespa. 10 Rise, 9 Zero Base One, 8 Big Bang, 7 Twice, 6 Red Velvet, 5 Stray Kids, 4 Seventeen, 3 BTS, 2 Blackpink и 1 IVE. Всех поздравляем, нашли любимую группу, пишите в комментариях и двигаемся дальше. Корейский институт бизнес-исследований представляет вам рейтинг репутации айдолов и мальчиков и девочек, топ-30, давайте подробней. 30 UI из Oh My Girl, 29 Anton из Rise, 28 Taeyeon из Big Bang, 27 Jay из Enhypen, 26 Liz из IVE, 25 Ha So Noon, 24 Кан Даниэль, 23 Гаиль из IVE, 22 Suga из BTS, 21 Йонхо из TVXQ. 20 Wendy из Red Velvet, 19 Irene из Red Velvet, 18 Сельги из Red Velvet, 17 Wonbin из Rise, 16 Winter из aespa, 15 Ray из IVE, 14 J-Hope из BTS, 13 Joy из Red Velvet, 12 Jisoo из Blackpink, 11 Lisa из Blackpink, 10 An Yujin из IVE, 9 G-Dragon из Big Bang, 8 Chainu из Astra, 7 Jungkook из BTS, 6 V из BTS, 5 Jin из BTS, 4 Jennie из Blackpink, 3 Rosé из Blackpink, 2 место Jimin из BTS и на 1 Чан Вонён из IVE. Всех поздравляем, успехов, счастья, здоровья, двигаемся дальше. А помните, как в дом Чонгука кто-то проник? Ну вот, дело передали в прокуратуру. Давайте подробней. Дело женщины, проникшей в дом Чонгука из BTS, передано в прокуратуру. Агентство группы подчеркнуло свою позицию нулевой терпимости к противоправным действиям. 29 сентября по корейскому времени Big Hit Music опубликовала на Weverse заявление. Было зафиксировано несколько случаев попыток проникновения в жилье одного из участников группы. Некоторые из этих дел уже переданы в прокуратуру, и мы добьемся строгого наказания виновных.
В этом году Чонгук столкнулся с двумя отдельными инцидентами, связанными с незаконным проникновением. В июне женщина из Китая в возрасте около 30 лет пыталась попасть в его дом, а в августе другая женщина примерно 40 лет сумела туда пробраться. Big Hit Music пояснили. Любые действия, связанные с преследованием, такие как приход к дому артиста, слежка за его жилищем снаружи, разглашение личной информации или любое иное вмешательство в частную жизнь, подпадают под статьи о незаконном вторжении и сталкинге и являются основанием для уголовного наказания. Подобные незаконные действия не только нарушают закон, но и причиняют артисту, пострадавшей стране, серьезную тревогу и страдания. Просим уважать личную жизнь и безопасность артистов ради формирования здоровой и безопасной фан-культуры. Представители BTS подчеркнули, что придерживаются принципа нулевой терпимости к незаконным действиям. Мы жестко реагируем на такие проявления и будем предпринимать правовые меры против клеветы, оскорблений и распространения ложной информации. Фактически часть дел, по которым Big Hit Music подали жалобы в прошлом году, уже переданы в прокуратуру. Вот цитата. В июле некоторые из них были направлены в прокуратуру с обвинительным заключением. Что касается жалоб, поданных в этом году, то расследование продолжается. По ордерам подозреваемые вызываются на допрос. В заключение агентство поблагодарил поклонников. Мы искренне благодарим фанатов за любовь и преданность BTS. Big Hit Music и впредь будет прилагать все усилия для защиты прав и интересов артистов. Не, ну хорошо, что компания взялась за ум, но вот за ум бы взять еще и отбитые на голову специфические товарищи, которые лезут в чужие дома. Неважно, знаменитость это или нет, но это нарушение. Поэтому, наверное, да, нулевая терпимость это лучшее, что можно сделать в данной ситуации. Возможно, если настучат по башке, ну в кавычках, некоторым, то другие задумаются, а надо ли оно мне. Может, хватит того, что жизнь артиста и так на показ. Чонгуку, конечно, крепких нервов, и двигаемся дальше. Далее поклонники BTS обсуждают слухи касаемо их общежития в США. Давайте посмотрим аккуратненько, что же там происходит. Общежитие BTS США, как предполагают фанаты, показали на фотографиях в онлайн-форуме. Участников часто замещали в городе во время подготовки к камбэку в полном составе, что вызвало ожидание контента, снятого в США, где BTS проводят время вместе и посещают рестораны. А мне было бы интересно, как они в студию записываются, они рестораны посещают, но у каждого свои интересы. Согласно опубликованной фотографии от Ви, в его личном аккаунте дом представляет собой роскошный особняк с видом на панораму Лос-Анджелеса в Беверли-Хиллз. По информации, доступной через VMLC, в особняке 8 спален, 7 кроватей и 10 ванных комнат, рассчитанных на 16 гостей. Согласно данным с сайта аренды, которыми поделились фанаты, стоимость проживания составляет $8500 США за ночь или около $248 тысяч за 30 дней. Сравнив официальные фотографии дома с сайта аренды, пользователи сети были поражены его масштабом и дизайном. Многие выразили недоумение по поводу уровня роскоши, отмечая, что хотя временное жилье Джей Хоупа в Лос-Анджелесе, показанное в его участии в шоу Alif Alone, уже оказалось впечатляющим, этот особняк оказался на совершенно другом уровне. Особенно если он был забронирован для всех участников BTS. Ну, кстати, очень приятный интерьер, такие все светлые комнаты, но не бело-ослепительные стены, а такие слегка молочные, что ли. Ранее РМ намекал на размеры жилья в Лос-Анджелесе, вспоминая, как во время прямой трансляции участникам приходилось хлопать в ладоши, чтобы обозначить свое местоположение из огромной площади дома. Пользователи сети описывали особняк как настоящий дворец и будто из The Sims, компьютерная игра, реагируя с восхищением и легкой завистью на масштабы образа жизни BTS. И вот лишь некоторые комментарии. Вы даже не узнаете, есть ли кто-то из участников дома, лол. Я столько раз видел такие дома в The Sims, лол, это безумие. Я только на Pinterest такие дома видела. Так вот, почему они терялись, переходя из одной комнаты в другую, все так затягивалось, пока они натыкались друг на друга, лол. Я думала, что это туристическая достопримечательность, а это, оказывается, их общежитие, лол. Это безумие. Так завидую. Вау. Работа в таком месте сама по себе приносила бы вдохновение. Вау, я хочу жить и работать в таком месте. Общежитие BTS США выглядит как дворец. Он больше, чем дома, которые строят The Sims. Определенно дорогой дом. Я слышал, что аренда более 2 миллиардов вон в месяц. Ну и многие другие комментарии. Да, большой дом, но с другой стороны 8 человек, и наверняка, если они там записывались и принесли оборудование, скорее всего еще были люди, которые все это делали. Хотя, может быть, они в студию ездили. У меня нет никакой информации, я не инсайдер в Big Hit Music, не работаю, поэтому могу только так набрасывать условные предположения, что если они записывались прямо в этом доме, то там наверняка были еще какие-то звукорежиссеры, продюсеры, хотя они сами продюсированием занимались, как я понимаю, большую часть времени. Скорее всего, они просто там жили в комфорте, а потом ездили на студию записываться. Полной информации нет, но даже если они жили в таком доме, уже можно сказать, что жить в нем, наверное, было очень комфортно. Но да, возможно, там можно потеряться, это явно не 243 квадрата, как у Тэхёна из позапрошлого выпуска «Квартира». В той, наверное, не заблудишься. Но, тем не менее, вот такое вот общежитие, как оно вам, пишите в комментариях, двигаемся дальше.
Джей-Хоуп выпустит фильм. Какой? Про что? Давайте подробнее. Новый концертный фильм Джей-Хоупа выйдет на больших экранах. Согласно сообщению Billboard, Джей-Хоуп из BTS выпустит фильм под названием Hope on the Stage The Movie в кинотеатрах по всему миру в ноябре. В предстоящем фильме, мировой релиз которого в IMAX и обычных кинотеатрах состоится 12-15 ноября, будут показаны июньские энкор-концерты Джей-Хоупа Hope on the Stage Final на стадионе Коян. Помимо впечатляющего исполнения Джей-Хоупом своих сольных хитов, в фильме Hope on the Stage The Movie можно будет увидеть неожиданные выступления Джина, Чонгука и Crush, а также сольные версии хитов BTS, такие как Mic Drop, Silver Spoon и This Is. В преддверии мировой премьеры 3 ноября по всему миру пройдут эксклюзивные предпоказы фильма в формате IMAX. Билеты и дополнительная информация будут доступны на сайте jhopethemovie.com, начиная с 15 октября. Ну, у нас его, скорее всего, не покажут, но ничего, возможно, можно будет найти на каких-то специализированных ресурсах. Ждете ли вы этот фильм, пишите в комментариях. Ну, думаю, Джей-Хоуп, который держит руку на пульсе всего, чем он занимается лично, неплохо все должен был организовать в плане того, что вошло в сам фильм. Так что, успехов артисту и двигаемся дальше. Далее у нас Чонгук, и петь умеет, и готовить, судя по всему, потому что последним он впечатлил людей на недавней трансляции. Давайте подробней. Чонгук из BTS устроил для фанатов кулинарный и мукбан стрим. 28 сентября Чонгук вышел в прямой эфир на платформе Weverse с трансляцией под названием «Потому что я голоден». Утром он показал процесс приготовления завтрака, выбрав в качестве блюда пасту с трюфельным кремом. Потащив нож, он умело нарезал лук и грибы, чем вызвал восхищение зрителей. Затем он обжарил овощи, добавил воду от пасты, масло, молоко и трюфельное масло, положил макароны и посыпал все сыром, который натер ранее. Блюдо было похоже на то, что могли подать в ресторане. Оно наглядно продемонстрировало кулинарные способности Чонгука. После приготовления он с аппетитом попробовал пасту, объяснив: «Я включил эфир, чтобы одновременно готовить и есть». Чонгук вспомнил: «Недавно я был в ресторане и ел пасту с трюфелем. Лапша была точь-в-точь как эта. Она была очень вкусной, поэтому решил приготовить ее сам. Конечно, это не совсем то же самое, но вкус оказался довольно похож. Лучше, чем я ожидал. Это так вкусно, даже несмотря на то, что я приготовил сам, получилось хорошо. Приправы идеально подходят для меня». На десерт Чонгук сделал тосты. Разбив яйцо одной рукой, он с улыбкой спросил: «Разве это не круто?» После этого он приготовил нежный скрэмбл, поджарил хлеб, намазал его маслом и клубничным джемом, завершив аппетитную подачу. Он добавил со смехом: «Ха, наверное, это самый опасный вкус, тот, который ты уже знаешь», после чего быстро съел десерт. Фанаты в сети написали следующее: «Обычно я не люблю готовить, но посмотрев на Чонгука, заказал ингредиенты, чтобы попробовать самой лол. Видеть, как он так ловко режет продукты и готовит для себя, это счастье, он такой умелый. Это выглядит очень вкусно. Он настоящий шеф-повар. Такой милый лол». Во время еды Чонгук также поделился новостями о своем фитнес-режиме. «Мне вообще нельзя это есть. Я усердно стараюсь сбросить вес. В последнее время я полностью отказался от газировки и кофе. Пью только газированную воду, без колы и без спрайта». Кстати, есть же версия без сахара. Он добавил, что собирается вечером побегать вдоль реки Хан. «Мне нужно тренироваться, я должен оставаться здоровым, надо гулять и бегать». Ну и да, BTS готовится к камбэку, а вот Чонгук готовится к камбэку таким образом, худеет, качается, иногда позволяет себе вот такие вот штуки. Кстати, это не срывы, это просто динамика похудения такая. Это не линейный процесс, где вот так вот вы худеете, а это вот так вот синусоида, которая потихонечку вниз идет, если вы соблюдаете правильный режим. Ваш ведущий занимается тем же самым, и мышцами, и похудением, и прочим, для того, чтобы прийти в форму. Так что прекрасно понимает вышеупомянутого артиста, которому, конечно, желаем счастья, здоровья, вкусной низкокалорийной еды с большим содержанием белка, ну и стройности, раз он так ее хочет. Всех благ. Такой у нас сегодня был выпуск. Возможно, будет сцена после титров, возможно, нет, зависит от того, появится ли какое-то большое количество новостей на монтаже. Далее, если вот здесь впервые или давно без подписки, что это такое за дело, подпишитесь, нажмите лайк, колокольчик, напишите комментарий, поделитесь роликом, поддержите адекватные новости, покажите, что адекватных людей есть какое-то еще количество, которое не подписалось. Я просто не верю, что всего 26 тысяч человек на весь русский YouTube у нас вменяемых. Я думаю, вас гораздо больше. Не стесняйтесь, подписывайтесь. Все будет хорошо. У кого есть еще возможность и желание, можете там Boosty, Donation Alerts пройти, или на YouTube спонсорство подписаться, там, или через YouTube кинодонаты, что угодно сделать, лишь бы помочь выпускам выходить в том же виде. Что бы нас еще, что у нас еще? Как обычно, с вами был Максим, и я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч, пока. Как обычно, титры, самореклама, куда же без нее. Вот новый релиз, обязательно слушайте, смотрите, изучайте, у меня их много. Для тех, кто задает странные вопросы: Максима, можно залить вашу музыку не только на YouTube, а, пожалуйста, и в TikTok. Я, конечно, вынужден напомнить, что моя музыка, как я и всегда говорил, доступна на всех актуальных платформах, куда входят и русскоязычные сервисы типа ВКонтакте и Яндекса, и
англоязычные, иностранные всякие там Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes, везде моя музыка есть. Вот на всех сервисах, которые существуют, ее можно послушать, везде. Так что не пропадете, если у вас не работает одно, можете послушать в другом. И на Яндекс уже ее завезли с опозданием большим, вот самую последнюю песню. Так что не беспокойтесь, просто пишите Лакман. Ну, под таким псевдонимом сейчас я работаю большинство релизов, хотя вот Herald of Hell тоже напрашивается один релизик, но это попозже, наверное, в ноябре, в декабре. Так что все будет в порядке. Кому нравится, кому интересно, вы найдете, я вас верю. Или просто пишите Максим Песков Мьюзик, на YouTube тоже найдете. Далее по планам у нас в конце осени будет стрим, и еще там перед Новым годом будет стрим, так что не волнуйтесь, биографический ролик про Тэхиона, как я сказал, выйдет, наверное, как новогодний подарок, потому что, опять же, я могу предположить аккуратно, что в период с 31 по 1 число новостей особо не будет, а 31 декабря это как раз среда, когда я должен записать вам новостной выпуск на 1. Поэтому, возможно, его и не будет, будет биография. Все. Вот долгоиграющие планы были рассказаны. Вот ведущий вам тут все сказал, кроме еще одного важного момента. Спасибо тем, кто смотрит до конца, суперуважабельные люди, и еще раз спасибо бустерам. Ну а теперь либо сцена после титров, либо просто какая-нибудь импровизация, кстати. Могу пальцами щелкать. Надо же, сцена после титров состоится, давайте сразу к ней. Тэхион удивил ARMY внезапным эфиром и вызвал массовое обсуждение, давайте подробней. Ким Тэхион из BTS неожиданно подключился к прямому эфиру на Виверс ранним утром, чем сильно удивил поклонников. Незапланированная трансляция собрала 1,1 миллиона зрителей и 12,5 миллионов лайков. Тэхион появился в свободной черной майке без рукавов с большими проймами. На груди был яркий винтажный принт Beach Vibes, от слова пляж, в градиентных оттенках розового, желтого и зеленого. Легкая потертость ткани и выцветший рисунок добавляли образу непринужденный и расслабленный стиль. Ви объяснил, что только что вернулся с работы и хотел выйти в эфир, прежде чем лечь спать. С улыбкой он сказал: «Я только что вернулся с работы, так устал, не гулял, а пахал. Говорят, работать как бык, вот я и стал быком, но ARMY, знаете, если я бык, то однажды могу превратиться в ленивца. Справитесь ли вы тогда со мной?» Он также намекнул на будущие проекты группы. «Я почувствовал, что ARMY уже не могут дождаться нашего возвращения, так что лучше ставьте мне лайки». Во время эфира он заметил, что заряд батареи телефона упал до 14% и добавил: «Ладно, пора спать, сейчас умоюсь и лягу». Вскоре его стилист Муджин написал в соцсети: «Не работает, а уходит с работы», намекая на эфир. Зрители не скрывали восторга. Цитаты: «Он просто включил эфир, показал свое потрясающее лицо и выключил». Все обычно появляются только с полным макияжем, а Тэхион спокойно показал лицо без косметики, потому что знает, и так великолепен. Многие отметили его особый шарм. В нем сочетается и привлекательность, и милота, видны сильные бицепсы, а потом он чуть клонит голову и сердце тает. Ох, такой же дорогой наш Тебир. Он одновременно милый и соблазнительный, я с ума схожу, и многие другие комментарии. По данным Spot Seoul, Тэхион сохраняет статус самого популярного имени K-pop в поиске Google за третий квартал 2025 года. Он занимает первое место в 74 странах из 80, включая США, Великобританию и Японию. И исключение составляет лишь отдельные регионы Ближнего Востока и Центральной Азии. С момента дебюта BTS в 2013 году он остается самым разыскиваемым артистом K-pop и наиболее узнаваемым айдолом этого столетия. Даже в 2024 году, проходя военную службу, Тэхион удерживал лидерство как самая востребованная азиатская знаменитость, заняв 4 место среди мировых исполнителей после Дрейка, Эминема и Джастина Бибера. Его страница в английской Википедии с июля 2015 года собрала более 49,11 миллиона просмотров, что является рекордом среди кей-поп артистов. В 2022 году он стал первым айдолом, преодолевшим отметку в 10 миллионов просмотров, а в мае 2024 года эта цифра удвоилась до 20 миллионов. Сейчас показатель достиг 22,5 миллионов, причем основная аудитория приходится на англоязычные страны. 1 октября 2025 года одна из крупнейших соцсетей включила Тэхиона в список 1000 самых влиятельных аккаунтов мира, поставив его на 6 место. Он стал единственным корейским артистом в первой десятке. Что можно сказать? Поздравляем артиста с этими достижениями, успехов ему, счастья, здоровья и двигаемся дальше. И немножко новостей про BTS и их кинонеделю, давайте подробней. BTS проводит глобальное мероприятие BTS Movie Weeks 24 сентября начало, 5 октября конец, в рамках которого поклонникам по всему миру показывают 4 концерта фильма группы. По данным FN News, мировое турне BTS в 2026 году продлится 8 месяцев, с мая по декабрь. Запланировано 65 концертов с общей аудиторией около 4 миллионов человек. Среднее количество зрителей на каждом шоу превысит 60 тысяч. С начала второго квартала 2026 года, когда стартует тур, ожидается операционная прибыль на уровне 100 миллиардов вон. Тем временем исследователь Hyundai Motor Securities Ким Хён Йон отметил:
BTS проведут двухнедельное мероприятие с 24 сентября по 5 октября этого года, показав 4 концертных фильма примерно в 2500 кинотеатрах в 65 странах мира. Также ожидается рост продаж за счет дополнительных поп-ап магазинов до официального анонса мирового турне позже в этом году. На этом фоне Hyundai Motor Securities выделили хайп как ведущую акцию в сегменте K-pop сегмента и повысили целевую цену до 380 тысяч йен. Основными факторами роста названы мировое турне BTS и успех компании в продвижении западных артистов на локальных рынках. Вот такая вот история. Помимо того, что в кино еще можно успеть посмотреть эти концерты, прогнозируют большую прибыль и что все будет просто прекрасно. Ну что ж, ждать осталось недолго относительно. И успехов группе. Все, такая сцена после титров. Ведущий пошел падать в обморок. Пока.